мои подписчики и гости канала. Сегодня в прямом эфире Магомед Магомед Саидович продолжит тему «Вакцинация, геноцид российского народа». Ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста. Спасибо, доброго вечера, уважаемые друзья, салам алейкум. Приятно вас еще раз, как говорится, видеть. Самая важная информация за последнее время Холмс считает по случайности появившееся извещение, что в США за 2020 год по причине локдауна обычная плановая детская вакцинация снизилась на 30%. Одновременно, вот послушайте, синдром внезапной детской смерти тоже снизился на 30%. Прямая корреляция. А Холмс информировал неоднократно, что официальная медицина в несознанке. И везде у них написано, что, дескать, причина синдрома внезапной детской смерти якобы идиопатическая. То есть неизвестно. То есть у них тут дурак включен на постоянку. Холмс неоднократно информировал, что причина синдрома внезапной детской смерти – вакцинация. В случаях внезапной смерти детей всегда была на днях вакцинация. И чем ребенок более маленький, тем больше случаев этой внезапной смерти. Почему? Потому что вакцина – это что? На ампуле же не пишется состав, ингредиенты. Не пишутся, пишется только одна доза вакцины. А это дикий коктейль из порядка сотни неизвестных веществ, большинство из которых это сильнейшие токсины микроколичества. А ведь не изготовляются ампулы как надо бы, уже разлитые из расчета, сколько надо на килограмм веса тела. Это уже медработник считает сам, сколько надо из флакона вакцины забрать миллилитров на каждый килограмм веса ребенка. Но ошибся, превысил дозу, смерть. И это синдром внезапной смерти младенцев, он же не всегда был. Он появился где-то в 70-е годы в связи с резким увеличением числа прививок. Ну, потому что Холмсу в 50-е годы сделали одну прививку от оспы. Мне то же самое. Все, а сейчас к 6 годам вашего ребенка ужалят уже 81 раз. Есть у детей шанс выжить? Нет. Поскольку в вакцине это коктейль из порядка 100 веществ, 60 там было в прошлый раз, но 100 веществ. Многие из них неизвестные засекреченные токсины. Только к 19 годам жизни у всех уже латентный СПИД, синдром иммунодефицита. И молодых людей уже гарантированно засажен рак. Потому что во всех вакцинах находятся раковые РНК. Ну, что-то вот кот мне мешает, не хочет он уйти. Я ему объясняю, что нельзя мешать мне, но он не понимает. Но в целом, вот есть по этому поводу один очень интересный документ. Вот сейчас я и поищу его, согласно которому, если вас заставят, как говорится, где-то был у меня этот документ, но найду потом. Ну, если, допустим, будут пытаться вас насильно заставить или, скажем так, законодательно заставлять делать эти прививки, есть специальный, как говорится, бланк, где, как говорится, юридически в правовом отношении обоснованно, как говорится, задаются вопросы тем, кто пытается уколоть вашего ребенка или вас и так далее и тому прочее. И просто пух и прах разнесет. Я в конце найду вот это самое и озвучу, чтобы вы видели. Вот дальше идем. По большому счету,
Частота детской смерти от вакцинации 1 смерть на 1000. И прикиньте по миру, сколько за год родилось. По данным ООН, в мире рождается в год около 140 миллионов детей. Если 1 на 1000, то эта вакцинация убивает около 140 тысяч детей в год. Богатый урожай смерти. И к бабке не ходи, с вакцинацией коронавирусом синдром внезапной детской смерти резко подпрыгнет. Но это будет военная тайна. Естественно, кто-то и так скажет. И самое главное, Уотсон, что Холмс, как врач с дипломами в СССР, он эмигрировал уже в зрелом возрасте в Америку. И США понял за свои более чем 40 лет в медицине, что все это делается целенаправленно и очень продуманно врагами человечества, другим человеческим биоклоном. То есть на Земле люди, похожие на нас с тобой, но реально с другой генетикой. А это кто? Естественно, евреи. И это заговор. Причем не теория, а практика. Вкладываются огромные деньги. И нынешняя фейк-пандемия, имеется в виду COVID-19, с последующей принудительной вакцинацией, это уже апофеоз и уже открытая манифестация этого глобального заговора против человечества. Сошлюсь, говорит он, на авторитет. Вот смотрите. Вот это важнейший вопрос. Человек никогда не думает, что государство или какие-то общественные организации или кто-то другой, он целенаправленно заряжен на деструктивные дела. Ну, мы же не можем во всех людях видеть врагов, правильно? Вот он смотри. Это вот пишет бывший директор ФБР Джей Эдгар Гувер. Это легенда американской полицейской системы. Он со дня основания был чуть ли не до конца 70-е, 80-е годы директором ФБР. Эдгар Гувер. Вот он что говорит. Человек обезоружен тем, что сталкивается лицом к лицу с заговором настолько чудовищным, что он отказывается этому верить. Понимаешь, да? Вот сейчас мы говорим про эту вакцинацию, да? Но я думаю, что 20-30% не поверят в это. А в данном случае, вот смотри, мы же говорим правду. Мы говорим правду. А вот директор ФБР говорит, что люди типа дураки. Вот человек, мы обезоруживаем человека тем, что сталкиваем его лицом к лицу с заговором настолько чудовищным, что он отказывается этому верить. Уже все лето идут погромы в США. Но это было то время, ну, как говорится, можно это все посмотреть. Обратите внимание, еще ни одного сообщения, что хоть один погромщик стал бы хотя бы зараженным, уж не говоря о том, что заболел. Ну, COVID-19, никто. Ни один президент США или даже султан Бахрейна, а уж тем более ни один мелкий губер, вот сейчас внимательно слушайте, мелкий губер или мэр не имеют права издавать приказы, дышать воздухом, пониженным содержанием кислорода и повышенным содержанием углекислого газа. Это имеется в виду маски, на которых, как говорится, поставили все население планеты. Потому что относится уже к запрещению даже не прав человека, а физиологических условий функционирования человеческого организма. Так же, как никем не могут быть изданы приказы, приписывающие человеку, сколько ему дышать, пить и писать, есть и какать.
Поэтому все руководители во всех странах, издавшие ограничения по качеству вдыхаемого воздуха, должны быть отданы под трибунал. Это действительно так же? Разве не так? Сколько народу заболело дополнительно через эти маски? Маски одевать нельзя больше, чем на 15 минут. Она забивается и все, и тю-тю. Он целыми днями, неделями носили эти маски. Причем раньше стоили там 1 рубль, потом стали стоить 300-500 рублей. Эти твари даже на этом зарабатывали. Гениально простой опыт произвел чувак, говорит он. По замеру кислорода во вдыхаемом воздухе, в нормальном воздухе и из-под маски. Это только старый анестезиолог мог догадаться. Уровень кислорода во вдыхаемом воздухе в норме 21%. Ну, содержание кислорода в воздухе. Ну, это в среднем по всей планете. Так вот, под маской содержание кислорода во вдыхаемом воздухе всего 17,4%. И на приборе звучит тревога, типа это гипоксия уже. Человек задыхается, типа. Другой взял приборчик для измерения СО2 под маской. При норме СО2 до 1000 единиц терпимо до 5000 еще. А после 5000 идет токсический уровень СО2 и гиперкапния. Так вот, под масками, даже под хлопчатобумажной банданой, типа паранджой, токсический уровень СО2 под маской в течение нескольких секунд достигает двукратного токсического уровня около 10 тысяч. И Холмс просто забыл дать линк на это, но упустил по недосмотру, не дал. Ну, не видел я этот линк. Ну, а что там на этом видео было? Ну, 2 мужика замерили прибором кислород и СО2 под маской дышащего человека. Все, подвергли цензуре. Но если вы их спросите о цензуре на Западе, то они на вас как на дебила посмотрят. Что, вы подвергаете сомнению свободу слова на Западе? Ну, обычная еврейская хуцпа. Холмс успел скачать это видео, оно короткое, 10 минут. Но вывести пока боится, потому что видео только забанили и могут прочесывать каналы и искать, кто еще вывесил. Холмс вывесит его, но попозже. Ввиду того, что все было закрыто, и врачебные офисы за эти 4 месяца, он имеется в виду во время пандемии, упал процент вакцинации за новорожденных. И оказалось, что тут же настолько же упала смертность новорожденных. То есть сама вакцинация оказался катализатором заболевания и смерти людей. Это доказано. И почему Холмс не удивился? Потому что синдром внезапной смерти новорожденных – это от вакцинации. До вакцинации детей не было. Но это большая тайна еврейская, понятное дело. А вот теперь смотрите, как евреи для себя лазейку сделали, чтобы принудительно не вакцинироваться. Вот лазейка для избранного пипла евреев – уйти от обязательной вакцинации. Проект нового кодекса об административных правонарушениях внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Москва, 30 мая, интерфакс.ру. Они не, вот что он пишет, типа, вот, вакцинации не коснутся граждан, типа, не желающих привиться по национальному графику. То есть евреи, как избранный народ, имеют право не вакцинироваться, насколько я понимаю. Либо молчишь, либо я тебя выгоню. Ну, вот смотри, комментируя эту норму, замминистра юстиции еврей Денис Новак заявил Интерфаксу, что санкции не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не перерываются по национальному графику прививок. Вообще темный лес, да, ничего не понятно. Но вот смотри, для себя небольшое вот такое, это самое, евреи уже придумали.
Парадокс. Для Холмса это ужас фейковой пандемии и фашистских мер в связи с ней имеет положительное значение. Ну, потому что чему Холмс уже 20 лет в интернете пытался безуспешно привлечь внимание к вакцинации. Это то, что медицина по своей сути геноцидарная. И это следствие того, что человечество отнюдь неоднородное. Я же об этом сколько раз говорил. Потому что у одних гемоцианин, у других гемоглобин. И расы и нации это чепуха. Главное, что в человечестве присутствует биовид, то есть евреи. Людей, которые в одном поле с другими людьми туалет даже не сядут. Это отражено в их же Библии. Вот смотри, фрагмент из Библии. Синодальный перевод, книга Эсфири, глава 13. Во всех племенах вселенной замешался один враждебный народ, по законам своим противный всякому народу, постоянно пренебрегающий царскими повелеваниями, дабы не благоустроялось и безукоризненно совершаемое нами самоуправление, соуправление. Итак, узнав, что один только этот народ всегда противится всякому человеку, ведет образ жизни чуждый законам и, противясь нашим действиям, совершает величайшие злодеяния, чтобы царство наше не достигло благосостояния. Какая демократия и равенство? Не смешите. Холмс почти 30 лет живет в самом еврейском городе мира Нью-Йорке. И видит, что евреи сами себя называют избранным народом. И осуществляют руководство в свою пользу. А из Нью-Йорка через США, Сионские Штаты Америки, этот метод сионо-фашистской диктатуры форсируется на весь остальной мир. Медицина есть научный способ уничтожения неизбранных людей, гоев. Вот сейчас, в эту пандемию, фейковость, которая разительно контрастирует с драконовскими мерами по ее поводу, может быть, больше людей задумается, что медицина – это лишь способ геноцида гоев. Холмс начал видеть это еще 40 лет назад, когда только начинал в медицине. И геноцид больных гоев осуществлялся евреями даже в СССР. Хотя в целом по генеральной политике партии медицина была на порядок выше, чем в США. Она была бесплатной и профилактической. Однако еврейские врачи-вредители, тем не менее, по отдельным направлениям таки ухитрялись осуществлять массовый геноцид гоев, пользуясь своим интеллектуальным превосходством. Ну вот, к примеру, он приводит. Вот, к примеру. Ну, например, в 50-е годы еврей-профессор Шлапоберский со своими такими же, как он, еврейскими профессорами внедрили в СССР метод лечения гнойного перитонита путем вставления в брюшную полость множества резиновых трубок, через которые в брюшную полость постоянно капался водный раствор. Этим достигалось то, что инфекция распространялась по всей брюшной полости. И когда Холмс стал работать в хирургии, от разлитого гнойного перитонита в Москве умирали почти 100% пациентов. Это очень контрастировало с тем, что когда Холмс стал работать в хирургии в еврейском Нью-Йорке, где классически лечили перитонит сухим и глухим закрытым брюшной полости. У них вообще практически не было летальности от гнойного перитонита. Еще тогда, 40 лет назад, Холмс задумался, что вообще происходит. Другой причина, то есть пример, лечение острого панкреатита, воспаления поджелудочной железы. Классически он лечится голоданием на неделю. Только вода и 100% излечение. В американских больницах голод плюс внутривенный физиологический раствор. Ну, еще антибиотик дают.
Все стопроцентное излечение. Не то в Москве еврейские профессора внедрили метод лечения острого панкреатита путем внутриартериального введения цитостатического препарата фторурацилла, который вызывает омертвение поджелудочной с возникновением у пациента гнойного панкреонекроза со стопроцентной летальностью к корчах. У Холмса волосы стояли дымом. Что творится? Так они и до сих пор убивают российских гоев по этим методикам. А вспомнить, сколько советских солдат погибло в Великую Отечественную войну от гангрены. Миллионы ампутантов. А попав в США, Холмс узнал, что гангрены в американской армии практически не было. Как это так? В советской армии миллионы погибших от гангрены. Может быть, он увеличивает, конечно, но будем считать, что он прав. В американской почти никого. В чем дело? А для советской армии еврейский профессор, он на самом деле академиком стал, Вишневский, изобрел специальную мазь Вишневского. Она продается до сих пор для лечения фурункулов. Поскольку в ее состав входит березовый деготь и касторовое масло, она обладает согревающим эффектом. Поэтому мазь Вишневского ускоряет созревание фурункула. И представляет Уотсон, на грязные раны советских солдат еврейские врачи в войну стали класть согревающую, лишающую кислорода масляную мазь из березового дегтя. Стопроцентная анаэробная гангрена была обеспечена. Таким образом, сколько убили еврейские врачи-вредители советских солдат, миллионы. Гитлеровская армия даже близко убить столько не могла. Холмс доносил до сведения эти факты еще 17 лет назад. Но все без толку. Это есть в файлах Холмса по медицине, вот Medical 1, Medical 2, Medical 3. И Вишневский, точка и так далее. Достаточно заметить, что никакое КГБ не могло устранить Сталина. Это сделали еврейские врачи-вредители. Сожительница Сталина Роза Каганович. Хотя здесь я, конечно, сомневаюсь, потому что я читал книгу племянника Лазаря Моисеевича Стюарта. Вот он здесь и пишет. Она была, Роза Моисеевна, врачом Кремлевской больницы и постепенно подсыпала Сталину в пищу варфарин. Тогда новый импортный препарат, вызывающий несвертываемость крови. По сути своей крысиный яд. Врачи-вредители, это мягко сказано. Может, хоть сейчас гои обратят внимание на геноцидальный характер еврейской медицины. Потому что только в СССР гои могли пролезть в медицину, хотя в ней ничего и не решали. В США же вообще никого, кроме евреев, в медицине нет, потому что очень дорогое медобразование. А в научной медицине, типа сейчас генетика, вирусология, в ней вообще гоев быть не может. Сейчас они гоям принудительно сделают вакцину. Окончательное решение гойского вопроса. Долго не промучаетесь. Раббаи сказали, что съедят гоев как хлеб. Есть там один небольшой вопрос и ответ, там Рав Роувен какой-то говорит о том, что гойское население планеты мы будем как коров и телят резать и есть их мясо. И он тут говорит этой женщине, что это наш будущий хлеб. В чем я не сомневаюсь нисколько. Сейчас на Ютубе, несмотря на цензуру, выступают врачи-специалисты. Вот он имеет в виду вот Пламен Пасков. Но я смотрел, ну такой неплохой мужик. Гундаров, под выступление которых Холм расписывается в их правильности и актуальности. Но и не специалисты, у которых просто есть здравый смысл. Это профессор Катасонов, ну это величайший человек, я даже не сомневаюсь в этом. Фурсов, и тот же Джигурда и другие. Но только Холмс и виртуальная кафедра вирологии борет анализом на более глубокий глубинный уровень.
достигая истинной причины всех бед человечества, достигая того, чему в США недавно дано название Deep State, то есть глубинное государство. Однако тут не просто глубинное государство. Человечество – это чемодан с двойным дном. И кафедра эвирологии уже почти 17 лет показывает на всем, что главные беды человечества от того, что человечество фундаментально дуально, двойственно. И более того, эти два биовида людей антагонистичные. Был такой коммунистический термин антагонизм. Еще внук Рабая Карл Маркс заметил антагонизм человечества. Но он внук Рабая и ложно приписал антагонизм экономическим классам, так как дураку понятно, что буржуазия – это евреи, а пролетариат – это гои. То есть человечество принципиален антагонизм между генетическими евреями и генетическими гоями. Человечество состоит из двух разных биовидов – людей избранных, то есть евреев, и неизбранных гоев. Избранные евреи являются инопланетным биовидом, занесенным на эту планету ровно 5780 лет назад. Их название прямо говорит об этом. Евреи на иврите гибру, гибриды. Те, кого евреи называют гои, это аборигеновые земляне, дети земли, по-гречески имеющие название гея. Это вот отражено в двух версиях происхождения человека. Одна версия эволюционная, а другая версия библейская, что Бог создал человека. Евреи оставляют обезьянную версию для гоев и знают точно, что они сами евреи созданы Богом. То есть высшей космической цивилизации это факт всем известен, им известен. Кафедра подробно приводила факты, что вначале евреи были голубокровые, а земляне исконные краснокровые. Голубокровие евреям обусловливал кровяной пигмент цианин. Ну, имеется в виду, я говорил, гемоцианин, это гемосионин, цианин. Дыхательный фермент, обеспечивающий более сильное удержание кислорода. Потому что на исконной материнской планете, откуда родом евреи, мало кислорода. Отсюда евреи еще называют свой биоклон сионом. А вот теперь самое главное, чтобы никто не знал вот то, что я сейчас скажу. А шестиугольная звезда Давида является еврейским символом потому, что дыхательный фермент цианин, гемоцианин, имеет форму шестиугольной звезды. Уже на генетическом уровне эта звезда является символом евреев. А красность крови землян обуславливает дыхательный фермент крови глобус круглой формы. Если бы взять землянина и переместить на материальную еврейскую планету, то есть на материнскую еврейскую планету, то землянин задохнется от недостатка кислорода. А если исконного еврея так вот сразу бухнут в атмосферу Земли, то еврей просто сгорит от избытка кислорода. Поэтому еврей это по необходимости гибрид, смесь, хибру, биовид. Как Робинзон Крузо на острове отмечал зарубками каждый день свое пребывание на острове. Это делает и пришельческий биоклон. 5780 лет. Точно сейчас на еврейском календаре, как они появились на Земле. И, соответственно, как Робинзон Крузо, Уотсон, что евреи, как пришельцы на эту планету делают, они хотят свалить с этой планеты. Робинзон Крузо, что поэтому делал на острове, он ожидал корабля. Но это же аналогия, символ. Вот тот, кто написал Робинзона Крузо, нашего друга, он прекрасно был в курсе того, что происходит. Он ожидал корабля, потому что сам свалить не мог. Евреи тоже ожидают того же.
Это они называют ожиданием Мошиаха. Тут их целый веб-сайт, и он далеко не один. Уже более 100 лет каждый год на Новый год, 31 декабря, в самом еврейском городе мира Хомс уже наблюдает почти 30 лет. Евреи собираются на площади времени, Таймс-сквер, в городе Новой Арки, Нью-Йорке, и репетируют встречу Машиахов, приветствуя спускание хрустального шара по длинной мачте, который символизирует спейдкрафт Машиахов, приход Машиаха. Этим и обуславливается все поведение еврейского биовида, людей за все 5780 лет пребывания на этой чужой им планете, их поведение по отношению ко всему, выражающееся библейской фразой «После нас ход потоп». Они эксплуатируют и убивают на этой планете все. Они убивают землян, гоев и выгребают все полезные ресурсы, убивают животных, вырубают леса, уничтожают воду, превращая планету в пустыню. Разумеется, Уотсон, что поскольку евреи интеллектуальные землян, а если бы Уотсон земляне были интеллектуальные гоев, то это гои хозяйничали бы на еврейской планете. А это не так. То Уотсон и медицину евреи превратили в завуалированный научный способ уничтожения гоев-землян. Сегодняшний текущий момент, то, что еврейский биоклон, авангардом который является англоязычное еврейство, почему русские и украинские евреи выполняют все их установки, нашел способ окончательного решения гойского вопроса посредством принудительной вакцинации, в результате которой будут избирательно уничтожены максимальное количество гоев-землян. Для того, чтобы ужалить максимальное количество землян, еврейский биоклон создал фейковую пандемию. До этого в американских военных биолабораториях создан такой новый коронавирус, который по своей вирулентности меньше, чем грипп. С чем это связано? Вот с тем, что именно коронавирус, а не грипп, выбран как решающий фактор. Потому что евреи очень большое значение придают каббале, гематрии, всякого рода цифросмысловым факторам. Как Холмс давал с сайта ожидателя Машиаха, корона для евреев означает коронование Машиаха, который увезет избранный people с этого проклятого острова Робинзона Круза, называемого землей. Такие вещи люди, конечно, даже и понятия не имеют. Вот сегодня величайшая лекция, я считаю. Вот если люди это поймут, все, тогда можно как-то понимать, что происходит в мире. Конечно, в еврейской среде идет множество споров относительно конкретного исполнения светлого еврейского будущего, в кавычках. Но в целом картина именно такая, которую Холмс, хоть и говененьким фотоаппаратом, но зафиксировал в подъезде Рокфеллер-центра Манхэттена, вход с 6-го авеню. Наглядно в правой стороне это земляне горят пламенем, а еврейский избранный people, народ, летит к Машиахам в центре картины. Но у меня нету этого самого, я не могу что-то показать. Принудительная вакцинация, будьте готовы сказать нет. Такое, Уотсон, положение, такие перспективы, кому как, кто-то в человечестве собирается на чужой попе въехать в рай, и наступил критический момент. Фейк, эпидемия – это ловушка для землян. А якобы вакцина – это летальное биологическое оружие. Вакцина от коронавируса может унести жизни 20-30% населения планеты. Уотсон, эти 20-30% населения планеты гарантия не будут евреями. Или что вы допускаете Холокост. Это невозможно, чтобы пострадали евреи. Рабай булочник вам на пальцах объяснит. Я бы это дело вам объяснил, но у меня этого самого... Я не могу сейчас вывесить там
или ссылку дать. Ну, в чем суть? Холмс не будет тут обсуждать технические детали вакцинации. Холмсу важно дать понять общую ситуацию землянам, не принадлежащим к избранному пиплу. Эти приведенные данные – результат 17-летнего исследования аспирантов на кафедре вирологии. И последняя инфа сайта Машаха. В будущем, вот то, что в Талмуде трактат Бава Матра сказано, Бава Батра, пункт 75а сказано, в будущем Всевышний сделает трапезу для праведников из мяса левиафана. И единственная вещь, которой нам не хватает, заключается в том, что еврей, открыв свои глаза, должен увидеть, что все уже готово для освобождения от гоев. Что уже есть накрытый стол, и что есть уже левиафан и бык, и евреи уже сидят вокруг стола Всевышнего. Понимаете, Уотсон, у талмудистов все закодировано. Вы же понимаете, что евреям некого больше есть, кроме гоев. Рабай даст не соврат. Ну, это то, что там Булочник говорил, что каждый еврей получит по 2800 рабов. Он может их есть, заставить работать, убивать, делать, что с ним хочет. Так что, Уотсон, мало того, что земляне имеют дело с враждебным биоклоном, они еще и каннибалы. Это я знаю абсолютно точно. Один раз случайно наткнулся на один нью-йоркский сайт, где один русскоязычный еврей говорил о том, что содержание протеина в человеческом мясе, говорит, 12 или 16 раз больше, чем в говядине. А почему евреи едят говядину в массовом порядке? Потому что в говядине очень много железа, что позволяет вот этому сионину нормально дать дышать легким евреям. Потому что он все равно полностью адаптироваться на нашей планете не может. Поэтому они сначала расселялись там, где разреженный воздух, в горах. Горское население планеты в большинстве своей евреи, конечно. А потом, как говорится, когда привыкли, они спустились на равнину, и вот результат мы видим. Вот наш товарищ сделал подстрочный перевод отличного выступления американского врача по поводу коронавируса и вакцинации. Там только для появления подстрочного перевода введить, ну понятно, это невозможно. Там американский врач извещает, что Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи и большая фармацевтика США и мира проиграли иск в Верховном суде США доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан. Иск был подан инициативной группой, возглавляемым Робертом Кеннеди-младшим. Биг Фарма, Билл Гейтс не смогли доказать безопасность ни одной своей вакцины за последние 32 года. Масса судебных исков на осложнение. В связи с этим Холмс подписывается под всем сказанным доктором и призывает Гою бить слабое место принудительной вакцинации. Требует от властей доказать безопасность любого компонента любой применяемой вакцины. Вы зря не следите за этими, которые приготовились на чужой попе въехать в рай. Сначала не в тему вируса, а про Майдан в США. Для начала видеоролик не меньше минуты, чтобы вы поняли, что Америка поплыла. Речь идет вот эти, были там забастовки, как говорится, вандализм и так далее, грабежи, демонстрации, боевые, как говорится, действия внутри городов там и так далее, восстания негров и тому прочее. И это все организовывалось евреями. Подвозились кирпичи, подвозилось еще оборудование для разбивки, для разбивания стекла в магазинах, грабежи магазинов там и так далее. Страховые компании, что же их иншуранс. Народ не врубается в комментах, что происходит
Ну, потому что в российском телевидении этого не показывают. Когда Холмс приехал в Америку почти 30 лет назад, уже тогда и, видимо, давно, где-то с годов 50-х, негры были по социальному статусу поставлены евреаналом выше белых гоев. Все, что касается приема на работу, вузы, всегда преимуществом пользовались черные. Это официально и называлось, дескать, антидискриминационная политика, которая стала дискриминационной по отношению к белым гоям. Евреи в этом случае себя белыми людьми не считали. И усилия в эту сторону гнобить белых гоев продолжались всегда и достигли какой-то степени самобичевания. Это так же, как в Германии немцы еще раньше заставили целовать ботинки евреям за Холокост, а в Америке белых гоев заставили взять на себя вину за рабство. И такие сценки в теперешней Америке уже не редкость. Америка уже давно не для белых гоев. Вот последняя движуха в этом направлении. Глубинные государства и еврейский биоклон педалируют идею выплаты, вот послушайте, компенсации потомкам черных рабов в астрономической сумме денег 14 триллионов долларов. Разумеется, себя не обделив при раздаче. Доля евреям, они, их юристы, будут пытаться выбить из государства такие бабки. И дополнительная инфа. Белые люди готовы добровольно встать на колени перед любым темнокожим, который захочет этого. Видите, Уотсон, самое время валить из России в США, если хочешь поцеловать неграм ботинки и покаяться за их рабство 300 лет назад. Ирония судьбы, Уотсон, что все рабовладельцы Америки не были гоями, и все были евреи. Надеюсь, Уотсон, вы это хорошо понимаете. Между прочим, негры занялись своим любимым делом. Почему грабить магазины? И карантин им не помеха, а то, что маска для грабежей, это самое оно. Видео из Сент-Луиса я вот тут посмотрел, это ужас, конечно. Он средь бела дня и вечером, и ночью грабит все подряд. Кирпичи разводятся по очагам напряженности по многим американским городам и оставляются в центре городов. Также обнаруживаются заранее заготовленные для погромщиков бейсбольные биты, палки. Все, Уотсон, подготовлено, как в Киеве было. Только Вики Нуланд с мужем Коганом не хватает печеньки раздавать. Она же печеньки раздавала, да? Вот что такое хуцпа, знаете. Вот что такое хуцпа, знаете. Погромы осуществляют толпы негров в черных же районах, но еще в центрах городов, но не в белых районах. Они боятся эти белые районы, ну потому что белые вооружены. Пока. Но еврейский биоклон работает и над этим вопросом. Вот мэр Сиэтла, жидовка Дженни Дункан, заявила, что все насилие, дескать, исходит от белых мужиков, ну то изгоев. Евреи же в обычных случаях, приписывающие себя к белой расе, в таких случаях резко дистанцируются от белой расы. Итак, во всем, Уотсон, мир с враждебным биоклоном невозможен в принципе. Кстати, английская фамилия Дункан, это бывали такие иудейские жрецы Кан по имени Дун. Типичный Дункан. Хорошие новости для погромщика. Мэр Нью-Йорка, еврей де Блазио, отказался вводить нацгвардию для защиты погромщиков. Более того, оказалось, что мэр де Блазио вообще запретил полиции арестовывать погромщиков и грабителей. А губернатор Нью-Йорка, еврей Куомо, материт Трампа за угрозу ввести регулярные войска. Это предыдущее трамповское президентство это было. Уотсон, вот теперь послушайте. Уотсон, у еврейского биоклона хитрая политика. А так вот, если не знать про организованный еврейский биоклон и его мудрое политбюро Евреанал, есть он, есть. Это Всемирный еврейский конгресс. И американский еврейский конгресс есть,
и соответствующие еврейские конгрессы всех стран, включая Россию и Украину, всех союзных республик. Их директивы выполняются евреями под козырем. Там Трамп пригрозил губернаторам, которые ни хрена не вводят Нацгвардию для прекращения погромов, и пригрозил ввести американскую армию. Свобода и демократия в США зашкалили. А почему Уотсон губеры ни хрена не делают? Потому что, как и в России, губеры в США евреи все. В связи с этим в идеале свободы и демократия и свобода зашкалили. Ходят в намордниках, и теперь еще губер Куомо объявил в Нью-Йорке комендантский час с 11 вечера до 5 часов дня. А на следующий день с 8 вечера. Интересно, если поймают, будут расстреливать у стенки, что ли? Вот Холмс думает, а почему Янукович тогда не объявил комендантский час? А еще Холмсу вдруг стало интересно. Холмс любит задавать дурацкий вопрос. Почему большевики 7 ноября 1917 года не ограничились грабежом магазина на Невском? А как аспиранты думают, говорит? Шокирующее доказательство, что кто-то пытается поднять американский Майдан. Кто Уотсон, кроме враждебного биатлона, это единственная глобальная сила. Холмс напомнит слова личного биографа семьи Ротшильдов. Теперь послушайте. Внимательно слушайте. Вы еще не знаете глубины нашей вины евреев, имеется в виду. Глубине вины евреев вы еще не знаете, говорит сам Ротшильд. Мы врываемся везде. Мы везде поднимаем драку. Мы везде убегаем с добычей. Мы все извращаем. Мы взяли ваш естественный мир, ваши идеи, ваши предназначения и все это перемешали и извратили. Мы были в начале не только Первой мировой войны, и во всех ваших войнах, не только русской, но и всех ваших революций в истории. Мы принесли вам несогласие, раздоры, смятение и депрессию во все ваши личные и общественные дела. Мы до сих пор этим только и занимаемся. И кто скажет, сколько еще мы будем этим заниматься? Это говорит сам Ротшильд.